Вот очень похожие схемы выработок рудника «Горизонт 302». Какой слой земли сюда намыло. Такое впечатление, что здесь сошел сель. Посмотрите, какой сейф. Более века здесь добывали полезные ископаемые. Но в 90-х рудники были закрыты и с тех пор остаются заброшены. Отправляясь в путешествие, чтобы найти забытые входы в старые штольни и попасть внутрь подземных лабиринтов, мы не знали, с какими трудностями нам придется столкнуться. Мы уже давно хотели исследовать это место, и я даже побывал в штольнях соседнего рудника. Но в этот раз мы планируем найти более масштабные выработки. На старых картах обозначены рудники, но точное расположение входа в выработки неизвестно. Придется немного поплутать и, возможно, расспросить местных жителей. С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Степпенволф. И сейчас нам с моим сербским коллегой предстоит достаточно долгий путь из Белграда до местности, где находится рудник, в который мы сегодня надеемся попасть. Кстати, специально к этой поездке я закупил кое-что из оборудования на AliExpress. И, как обычно, при заказе пользовался сервисом Мегабонус, который возвращает кэшбэк на покупки более чем в 3000 магазинах по всему свету. А для AliExpress сервис предлагает самый большой кэшбэк. Для этого надо только зарегистрироваться на сайте Мегабонус и активировать кэшбэк перед покупкой. Потом вы вернете себе кэшбэк реальными деньгами, которые можно вывести на карту или на электронные кошельки. Регистрация на сайте очень простая и не займет даже нескольких минут. Потом выбираете нужный вам магазин и делаете там покупки. А чтобы сэкономить еще и на ценах ваших покупок, у Мегабонус есть расширение, которое отслеживает изменения цен на товары. Теперь оно доступно и в мобильной версии. А также при покупке через расширение начисляется дополнительно до 14% бонусов к основному кэшбэку. А чтобы получать все эти плюшки, переходите по ссылке в описании под этим видео или по QR-коду, который вы видите на экране, и получите максимальный кэшбэк. И не забудьте, он действует только при переходе по моим ссылкам. Получать кэшбэк с мегабонусом просто и удобно. Ну а мы продолжаем. To je jalovište, isto jedno od jalovišta za rudnik. Sad to pretpostavljam da je ulaz negde u ovom delu ovde. Vidiš, ima još jedno jalovište. Gdje želiš da pitaš mještane? Pa evo baš ovdje Mislim, negdje. tamo, tu evo tamo kuće. nikog neće biti. Pa imaju ovdje kuće, vidiš. Da. Tako da mislim tu negdje da ih pitamo. Ne, tako želiš da idemo Evo, to je jako blizu. odmah gore ili prvo pitamo? Pa idemo odmah gore pa pitamo ljude koji gore žive. Tako ćemo da uradimo. Ja mislim tamo gore nema nikog. Ima ovdje, ima par kuća, vidiš? Dobro. Ima par kuća pa ćemo da pitamo tu ljude. Dobro. Vidiš, znači mi idemo do ovog skretanja ovdje, vidiš. Evo, tu i onda ćemo, ako može kolima, ako ne ćemo peške do jalovišta gore. Ovdje je bila jedna jama još gore, naviše, znači bilo dole, evo. Jesi ti za Kiku pričala? Za Kik sam. Siđeš do ravnice. Dobro. Vidjet ćeš, tamo ima jedna kuća, a prije te kuće ima ovako štala dole. Aha, dobro. I od te štale ima makadam neki put. Aha. I vidjet ćeš, ima kućica to zarasla. Aha. Rudarska kao kućica, da? Da. Jasno. Похоже, что это как раз были бункеры для загрузки руды на другой стороне реки. И сейчас нам надо найти место, где мы сможем перейти эту реку и уже искать вход в рудник. Он je kazao da izliva voda iz ulaza. Možda on je mislio za ovo mjesto. По описанию места, о котором нам рассказали жители деревни, и остатки рельс, идущие в сторону склона, были похожи на вход под землю. Вдалеке даже виднелось нечто, напоминающее устье штольны, сильно заросшее зеленью. И я отправился проверить, что там на самом деле.
Но растительность оказалась настолько густой, что не получилось даже понять, есть ли за ней штольня. И нам пришлось отправиться на поиски дальше. Интересно, что машины под загрузку приходили через вот этот брод, через реку. И дальше уже отсюда проводилась загрузка. Здесь уже находятся старые рудничные строения, которые сейчас абсолютно вынесены полностью изнутри, абсолютно пустые. Не найдя вход в выработки там, где нам объяснили местные, мы продолжили поиски в окрестности. Вскоре обнаружился старый портал штольни с осыпавшейся землей и давно выросшим на нем деревом. Да. Первая попытка не увенчалась успехом. Мы отъехали на несколько километров к следующей точке, отмеченной на карте, где, возможно, раньше находились выработки рудника. Это уже, так сказать, вспомогательные строения рудника и административно-хозяйственная часть. Здесь была столовая, скорее всего, поликлиника, амбулатория. Сейчас, конечно, внутри уже ничего нету, абсолютно все пусто. Вот это здание поликлиники. То есть, в принципе, все как и полагалось по социалистическим временам. При большинстве предприятий были свои ведомственные поликлиники. Рабочие были обеспечены всем необходимым. Тут даже электрический счетчик сохранился. И вообще электрический щиток. Не удивлюсь, даже если здесь есть напряжение сейчас в этом здании, электричество. Но все абсолютно пусто. В этом лечебном учреждении не курить. И даже сохранились медицинские карты и какая-то документация. Медицинские кабинеты, даже еще не окончательно разворованные. Все заросло долбаным колючим плющом, который так и пытается тебя зацепить. Ну и как всегда, масса документации. И уже знакомые нам неоднократно виденные шкафы с проектной документацией. Кстати, здесь можем видеть схемы территории, возможно, выработок рудника. Это схема шламоотвала. А вот очень похожие схемы выработок. Горизонт 302. Посмотрите, какая прелесть. Тут образцы породы были разложены разные. Вот, например, какой красивый камешек. Здесь же документация. Вот это уже поинтереснее. А это, ребята, старый драгер. Одна из самых известных фирм, которая делает газоанализаторы. И, собственно, вот здесь, я так понимаю, как раз был комплект одного из таких старых газоанализаторов. А это уже подсобные технические помещения этого рудника. В принципе, в основном все пусто. Есть какой-то небольшой кабинет с сигналами гражданской обороны. Уже не первый раз встречаю на старых югославских предприятиях подобные вещи. И шикарная паутина. Правда, боюсь, что вам ее сейчас, к сожалению, никак не видно. Так вот, чуть-чуть, но паутина, конечно, огромная. А вот и котельная. Причем
Здесь, по-моему, сохранилось абсолютно все, кроме электропроводки, которую, естественно, порезали в первую очередь. 2 котла здесь в этой котельной. Можно попробовать подняться наверх. А вот эта часть котельной примыкает к дороге, и отсюда как раз ссыпали уголь. И уже подавали, загружали его в котлы, значит. Вот эта площадка просто предусмотрена для обслуживания котлов. Но самое интересное другое сейчас я вам покажу. Но самое интересное, что здесь было что-то типа сели, не знаю. В общем, посмотрите, какой слой земли сюда намыло. С внешней стороны дверь вообще практически наполовину вот этой землей завалена. Посмотрите, это земля везде, и в помещении туалета. Вообще просто удивительно. То есть такое впечатление, что здесь сошел сель. Вот котельная снаружи, и под землей скрыт весь фундамент. А здесь в соседнем здании целый склад каких-то бочек из-под химии или черт его знает чего. Обувь, причем в основном женская. Не устаю повторять, как обычно, горы документов. А вот это, похоже, тех условий эксплуатации какого-то объекта. 1990 год. Это вообще типографская печать. Ага, это разные виды цепей, которые, вероятно, производились то ли из руды, добытой здесь, то ли вообще здесь было производство непосредственно на месте. А здесь были какие-то образцы химические. Вообще здесь пол в очень плохом состоянии, есть опасность провалиться на первый этаж. Мой напарник, мой сербский коллега, собирает подобные купоны, которые выдавались рабочим, и потом они могли за эти купоны пообедать. Вот здесь стоимость каждого купона 50 динар. Ну, понятно, что это было очень давно, и 50 динар тогда были совсем, имели другую ценность. Здесь опять же кабинеты с кучей документации. А вот это, похоже, индивидуальный дыхательный прибор. Не знаю, как правильно сказать, но, в общем, это не самоспасы, это именно дыхательные аппараты для спасателей, скорее всего. Горноспасателей, возможно. Ну, имеется в виду горноспасатели не те, которые в горах туристов спасают, а именно шахтеров. Причем аппараты эти большей частью раздестроены. Вот еще один очередной кабинет. Ух ты! Я даже рискну сюда войти. Посмотрите, какой сейф. Немаля. Если видео, то као великий лепсев. И puno istopio, puno. Но самое забавное, что в этом сейфе хранили не какие-то важные документы или большие суммы денег, а хранили вот эти самые купоны на обед. И сейф просто невероятных размеров. Вот посмотрите, моя рука. Старинный сейф. 1, 2, 3, 4, 5 ригелей. Закрывался он на 5 ригелей. И вот табличка, шильдик с производителем. К сожалению, не указан год. Но мне кажется, что это вообще начало 20 века. Просто уникальный сейф. А вот и очередной кульман, очередная чертежная доска. И документы за 1985 год. Этот рудник имеет интересную историю, связанную не только с добычей полезных ископаемых, но и с ратными подвигами югославских партизан во время Второй мировой войны. Именно в старом здании рудоуправления 26 сентября 1941 года состоялось совещание под руководством Тита, на котором собравшимися руководителями различных формирований народно-освободительного движения было решено объединиться под единым названием «Партизаны» и единым знаменем с пятиконечной звездой. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс. О необычных югославских вспоменниках я уже рассказывал на своем лайв-канале, а мы отправились дальше на поиски входа в подземные выработки. Под вечер в итоге мы все-таки нашли вход в рудник, точнее не нашли, а вернулись в тот самый рудник, в который я не смог пройти летом.
Посмотрите, как тут красиво обрушились крепи. Честно говоря, вот эти вот крепи, они вообще, можно сказать, на честном слове держатся. Вау! Причем здесь именно сами крепи просто уже порушились. Не то что под тяжестью породы, а просто само дерево сгнило. И здесь много различных выработок уходит в сторону небольших выработок. Очень сильная влажность, и весь рудник затоплен. Я думаю, что пока мы пойдем по основной штольне, которая откаточная, скорее всего, была. Годом основания рудника считается 1882. Хотя по историческим данным добыча полезных ископаемых в этом регионе велась еще с середины 15 века. К 1888 году здесь были разведаны огромные залежи сурьмы. К началу Второй мировой войны Сербия стала одним из крупнейших производителей сурьмы. Ее доля достигла 40% от всей добычи сурьмы в Европе. Интересно, насколько далеко уходят эти ответвления, но мы попозже чуть-чуть туда отправимся. А пока продолжаем двигаться по главной штольне обхода. Там как тут красиво все крепи обвалились. Основная часть руды добывалась именно на территории тех рудников, которые мы в этот раз исследовали. Множество подземных выработок, разрабатывавшиеся в разные времена, расположены в разных местах горных массивов, и все они относились к 3 рудникам этого региона. Слева штрек или какая-то небольшая выработка, которая находится ниже уровня основной штольни, и она вся заполнена чистой бирюзовой водой. Ого. Ого. Здесь, смотрите, дальше словно ровный пол. Но вот эта глина сейчас с меня просто снимает L1. И вон мышки наверху спят. Буквально, да, приходится самому себя вытаскивать за ноги. Множество выработок. Ну что, попробуем туда до конца пройти? Попробуем. Бахилы просто снимает это. Грязь засасывает. Просто снимает с ног бахилы. Но мне кажется, что сейчас мы там упремся в тупик. А вот и, можно сказать, коренные обитатели этого рудника. Мышка. Главное ее, конечно, не разбудить. Вот здесь прям видно вкрапление этой более плотной породы, более темной, которая перемежается с песчаником очень мягким. Сейчас мы опять подходим к участку, где вот эта ужасно засасывающая глина. Идемо десно? Что там, да? Айде. Айда. Теперь давайте попробуем исследовать боковые штреки. Так, глина тут это засасывает хорошо. Остатки крепи, они просто разваливаются под ногами.
Есть что-то завораживающее в исследовании таких мест. Каждый поворот, каждый новый штрек таит в себе маленькую загадку, которую хочется разгадать. Что ждет нас за следующим углом? Какие еще тайны хранят эти подземные лабиринты? Именно это чувство влечет нас в такие места, вглубь земли, в царство тишины и тьмы, где вся привычная нам суета остается на поверхности, за условными вратами в подземелье. Что je tamo? Ima prolaz? A? Ne znam da ne vidim. Это вообще очень тяжело словами передать. То есть вот это дерево, оно настолько сгнило и превратилось в такую сырую, засасывающую массу. Вот, кстати, смотрите, остатки крепления под электрическую проводку. Правда, мне кажется, что большинство из них это просто такие камеры, где выбирали породу. Здесь же вот видим, опять же, деревянные крепи под уже электрическую проводку. Скорее всего, просто под освещение. Вот такие вот интересные выработки низкие уходят туда в сторону. Мы вернулись в центральную штольню и продолжили двигаться вглубь рудника. И чей-то череп. Ovdje su bile šine nekad. Да. Остатки шпал и, естественно, здесь была узкоколейка. Ну вот, похоже, что основная штольня уже заканчивается таким вот обвалом или выработкой. Да, похоже, что это тупик. Хотя нет. Ako želiš, možemo da prođemo Ajde dalje. vidimo da li ima dalje. Da, А? ajde. Ajde. В общем, я уже преодолел этот завал, и сейчас очередь напарника. Конечно, посещение таких мест сопряжено с определенной опасностью. Обрушения, затопленные участки, риск провалиться в рудоспуск. Все это нужно иметь в виду. Поэтому мы всегда действуем максимально осторожно, рассчитывая каждый шаг. Но это лишь добавляет остроты ощущениям, напоминая нам, что мы находимся в чужой и потенциально враждебной среде. Да, тут вот какие-то механизмы старые. К сожалению, не осталось ни путей узкоколейки, ни тем более вагонеток. Каждый шаг здесь – это шаг по следам тех, кто когда-то вгрызался в эту землю, добывая ее богатство. Сейчас здесь царит тишина, нарушаемая лишь нашими шагами и звуками воды. Время здесь остановилось, сохранив часть истории этого места. И мы, словно археологи, пытаемся прочитать эти безмолвные свидетельства прошлого. Смотрите, как выбирали породу сверху. Или там еще один горизонт наверху, что очень похоже на правду. И оттуда сверху выбирали породу. Других вариантов я просто не вижу. А по главной штольне мы все-таки дошли до края, до конца. Misliš da je sve, nema prolaza? Ne verujem, ne, baš je zarušeno. Da. Дерево просто труха рассыпается под ногами. На самом деле порода мягкая, похожая на песчаник. Я мыслим, там у яисту срушено. Izgleda, da. Мы возвращались к устью откаточной штольни.
Но на этом наши приключения не заканчивались. Впереди нас ждал еще сюрприз в одном из штреков, который мы хотели осмотреть на обратном пути. Мы вернулись обратно к завалу и сейчас будем его преодолевать. Завал фактически высотой закрывает проем штольни, то есть он по высоте равен как раз сечению этой штольни. И смотрите, порода очень мягкая, очень похожа на песчаник, а добывали здесь сурьму. А вот здесь, по-моему, даже хорошо видно на своде штольни вот эти вот куски породы, которые содержат полезное ископаемое сурьму. Она отличается по цвету, по консистенции от песчаника, в котором ее разрабатывали. За почти 5 лет изучения балканских рудников я уже привык к тому, что большинство из них сильно отличаются от тех рудников, которые я видел на просторах бывшего СССР. Советские рудники имеют очень разветвленную структуру и большую протяженность подземных выработок. Здесь же чаще всего встречаются просто множественные штольни, разрабатываемые в разных участках горы в зависимости от расположения на местности рудных залежей. И максимум, что можно встретить, это наличие в одной системе выработок нескольких горизонтов и рудоспусков между ними. Мне сейчас немножко проще, чем моему напарнику, потому что я иду в костюме L1, и у меня как бы глубина-то, в общем-то, и не страшна. А у напарника короткие сапоги. Но самый трэш, конечно, творится перед входом в эту штольню. Это то самое место, где я не смог пройти летом из-за глубины. И вот сегодня, уже в декабре, мы сюда вернулись. Idemo desno? Desno, da. I ovdje nema ništa dalje, mislim, pogledaj. Tamo je bio zarušeni horizont, ja mislim. Ne, tamo ima nešto, ali tamo je nizak plafon. Ima nešto. I mislim da ima ulaz dalje. Još jedan ulaz, misliš, da? Da, još jedan. Pa ima još jedan, sigurno, mora biti još jedan. Ajde ti, ja mislim tamo duboka voda, idi ti proveri. Dobro. Ja mislim sad sve dublje i dublje tamo. Dobro. Конечно, так тяжеловато идти и снимать. И вот, конечно, преимущество ходить либо в забродах, либо в костюме от L1. Но сейчас у меня, мне кажется, уже выйдет запас по глубине, и я уже буду черпать рюкзаком. Снизу тут очень глубоко становится. А вот я не знаю, если вам видно, вот некая труба здесь проходила. К сожалению, дальше я не пройду, даже в данном случае из-за рюкзака. Там уже очень мало остается места, когда я начну касаться рюкзаком воды. А у меня там техники немерено. Так что придется возвращаться. Здесь же мы видим штрек, уходящий на приличное расстояние от центральной штольни. Возможно даже, что где-то вдали он соединяется с другой системой выработок, но сейчас проверить эту гипотезу у меня не было никакой возможности. Быть может, я еще вернусь сюда позже, захватив с собой лодку. И теперь нам оставалось преодолеть самый неприятный затопленный участок возле устья штольни.
На моем канале есть плейлист, где собраны все видео о рудниках, в которых мне довелось побывать на территории бывшего СССР и в других странах. Одно из самых неудобных мест. Причем я пытаюсь его пройти, еще и снимая. Мать вашу. И вот мы уже вышли из штольни, уже на улице. Но здесь, к сожалению, под ногами ситуация не намного лучше. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего.